Небольшая придорожная закусочная дрожала от гула разговоров, звона посуды и скрежета ножей по тарелкам. За окнами шумел дождь, а внутри пахло кофе, беконом и чем-то обжаренным на масле. Люди сидели за столиками, привычно болтая о своем, пока не распахнулась дверь, и в помещение тяжело вошел байкер. Его кожаная куртка блестела от влаги, сапоги громко стучали по линолеуму. Он сразу привлек внимание громкий, самоуверенный, с вызывающей ухмылкой. Подойдя к стойке, байкер перегородил путь молодой официантке с подносом в руках. Девушка, невысокая, темнокожая, в простой форме с вышитым именем, сделала шаг в сторону, пытаясь обойти, но он резко выставил руку. «Эй, красавица!» — протянул он громко, так, чтобы все слышали. «Может, бросишь это свое кафе и составишь мне компанию?» Посетители неловко отвели глаза. Никто не решался вмешаться. Девушка сжала губы, ее руки дрожали, но голос оставался твердым. «Отойдите, пожалуйста». Смех байкера прозвучал грубо, будто вызов. Он наклонился ближе, и казалось, что еще миг, и он сорвется на что-то худшее. В этот момент хлопнула дверь. В закусочную вошел Брюс Ли. Он был одет просто. Темные брюки, рубашка, легкая куртка. Его движения были настолько уверенными и спокойными, что даже шум вокруг словно стих. Посетители переглянулись, но никто не осмелился произнести ни слова. Байкер, заметив нового гостя, фыркнул и отмахнулся, снова повернувшись к официантке. Но вдруг ощутил взгляд. Брюс Ли стоял неподалеку, смотрел прямо на него, без злости, без крика, но так, что спина байкера невольно напряглась. «Оставь ее», — спокойно произнес Брюс. Его голос был тихим, но прозвучал отчетливо в каждой точке зала. Байкер усмехнулся, пытаясь сохранить видимость силы. «А если нет?» Брюс не стал отвечать словами. Его шаг был быстрым, словно ветер. Одним точным движением он отбил руку байкера, другой, мягко, но жестко толкнул его в сторону. Стул за спиной загремел и упал, а сам громила едва удержался на ногах. Несколько секунд он стоял, ошарашенный, пытаясь понять, что произошло. В его глазах мелькнуло то, чего раньше там не было — страх. В зале раздался чей-то вздох. Байкер поднял руки, голос его дрогнул. «Ладно, я не хотел проблем». Он пятился назад, глядя на Брюса так, будто перед ним стояла сама буря. Официантка, все еще сжимая поднос, не могла отвести глаз от человека, который появился вовремя. Брюс Ли слегка кивнул ей, короткий знак, мол, все в порядке. Байкер поспешно выскочил из закусочной. Посетители зааплодировали, но Брюс лишь усмехнулся, как будто ничего особенного не произошло. Он снова сел к столу, заказал чай и больше не произнес ни слова. А девушка еще долго не могла избавиться от чувства, что видела не просто человека, а силу, которая появляется в нужный момент, чтобы восстановить справедливость.